муниципалитет, город, это Пея. Небольшой на самом деле такой город, муниципалитет, да. Ну, это по рамкам Кипра. На самом деле, конечно, это небольшой населенный пункт, но с развитой инфраструктурой. Хороший спортзал, кстати, там знаменитые пляжи Coral Bay и так далее. Итак, новое жилье, друзья. Видим, что за месяц выросла на 0,26%. И средняя стоимость квадратного метра нового жилья, здесь мы видим 1958 евро. Чувствуете, да, насколько дешевле стоит недвижимость, удаляясь от центра, от муниципалитета Пафос, самый дорогой, потом Гироскип пойдет, и потом уже мы видим Пея и Полюс, потом мы будем еще говорить. То есть совсем недорогая недвижимость, поэтому наверное, у данного населенного пункта, в общем-то, хорошая перспектива развития в плане развития рынка недвижимости. Итак, мы, друзья, можем то же самое посмотреть. Внизу видим рост плюс 0,26%, то есть подытоживающие данные, что произошло за месяц. Давайте посмотрим, что произошло с новым жильем в муниципалитете Пея за один год. Видим, как, в общем-то, все-таки ведет себя по-разному рынок недвижимости. И все это зависит, друзья, знаете от чего? Зависит от простых, кажется, банальные вещи, которые в институте, в университете изучают. То есть стоимость квадратного метра очень сильно зависит от того, насколько много предложений на рынке, и насколько их больше, чем покупателей, или наоборот, насколько дефицитнее недвижимость и много или относительно много покупателей желающих. И вот это все формирует стоимость. Здесь мы видим, что в апреле 2025 года 1934, да-да-да, 1934 евро. Весь 2000 почти, ну не весь, а до 9 месяца 2025 год мы видели снижение стоимости квадратного метра. И вот уже с сентября 2025 года стоимость стала незначительно, но расти. И в апреле уже достигла 1958, что показало нам динамику роста плюс 1,24% в годовом измерении, друзья. Давайте посмотрим старое жилье, также муниципалитет Пея. Смотрим на карту, рост плюс 0,28%, тоже на минуточку подумайте, да, за месяц. И здесь уже, конечно, стоимость квадратного метра значительно уступает, 1782 евро. Если новое жилье 1958, то здесь на 200 евро квадратный метр дешевле. Что, в общем-то, еще раз повторюсь, дублируется данными внизу. Красная черта, где мы можем увидеть, что рост за месяц плюс 0,28%. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о том, что произошло со старым жильем за год. В апреле 2025 года 1796 евро стоил квадратный метр. Весь 2025 год, помните, по новому жилью до сентября было снижение, и потом пошел в рост рынок. А здесь мы видим это у нас 12 месяц, до декабря 2025 года старое жилье показывало динамику снижения. И уже с января 2026 года незначительно стала стоимость расти. В целом за год мы видим снижение минус 0,78%. То есть новое жилье подорожало на 1,5% за год, а старое все еще, видим, показывает отрицательную динамику минус 0,78%, как, собственно, и в Пафосе. Помним, да, в муниципалитете Пафосе и новое, и старое жилье показали где-то в этих пределах снижения в годовом измерении. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о полюсе. Это самый такой западная часть острова. Здесь, как мне кажется, уникальные виды, то есть побережье абсолютно не похоже на восточную часть, то есть скалистая местность. Ну, в общем, небольшой населенный пункт.
Поэтому я здесь всего лишь видим выборку и новое, и старое жилье попало. Конечно, есть, можно, ну, небольшой рынок, назовем так, поэтому я перестраховался, чтобы больше было статистики с меньшей погрешностью. Я взял, в принципе, все жилье. Ну, здесь вот перспектива очевидна, то есть для как туристов здесь достаточно мало, но в плане развития здесь есть куда расти. Итак, мы видим, что за месяц снижение минус 0,11%. И стоимость недвижимости самая дешевая 1888 евро за квадратный метр. То есть самое бюджетное жилье можно приобрести в муниципалитете Полис. Также вы можете посмотреть внизу дублирующие данные. Красная черта, вот это, я их перенес на карту. Ну и по локациям можете посмотреть, сколько и насколько сильно отличается, в общем-то, стоимость квадратного метра даже в этом небольшом населенном пункте, в городе-муниципалитете. Смотрим, что произошло за год. Здесь, друзья, за год, как и в Пафосе, стоимость квадратного метра снизилась. В апреле, видим, 2025 года это было 1919 евро. И все продолжает здесь, видим, снижение. В апреле 2026 года 1888 евро, что в годовом измерении показало снижение минус 1,62%. Друзья, вот так вот видим, небольшая провинция, с небольшими городами, муниципалитетами, но как по-разному себя ведет рынок недвижимости. Давайте посмотрим следующий слайд. Это подытоживающий слайд, чтобы вы понимали. Мы проговаривали каждый город, муниципалитет, а теперь подведем по провинции итоги, что произошло в период исследования у нас. Естественно, мы март с апрелем сравниваем. Буду говорить только подытоживающие данные. Почему? Потому что эти данные я уже проговаривал, и смысла их еще раз называть нет. Итак, новое жилье в целой провинции Пафос, она отрисована, видим здесь, 2440 евро за квадратный метр. Как считается, это среднее арифметическое число, как считается, вы знаете. Сравнивая с мартом 2026, было 2435 евро, что, в общем-то, показало динамику роста за месяц, плюс 0,21%. Индекс положительная единичка 0,02. Старое жилье, друзья, стоимость квадратного метра в целом по провинции Пафос 2179 евро, что также показало динамику роста плюс 0,15%. И индекс также положительный, единичка, запятая 0,01. Итак, друзья,